6 октября 2023 года. Антотис — психологический хоррор, стрим которого по всей игре был записан мною еще 12 октября, почти сразу после ее выхода в наш гейм-свет. Она мне сильно напомнила игру про 12 минут с первых же шагов ее прохождения. Да, она погружает в таинственную атмосферу каждого игрока. Возможно, будут и другие части данной игры, а пока мы остановимся на месте Роберта, который пережил потерю своей жены Джоан. В поисках утешения он устраивается на удаленную работу по уходу за заброшенными домами, о которой явно могут мечтать только жители таких стран, как РФ, да и вообще любая страна во всей Евразии. Попадаем мы в суровый зимний-осенний сезон, где наш главный герой еще не знает, чем закончится его поиск удаленной работы. Но мы-то знаем ответ. Спойлер, это решение приведет его на путь тьмы и ужаса. В первой же локации, в каморке перед домом, который мы якобы охраняем, нам нужно собрать все необходимое для сюжета. Батарейки, фонарь, телек, кстати, не работает, какой-то ключ и выбраться в направлении нашей обители. Пока мы продолжаем продвижение, в игре с погодой и головой ГГ начинает происходить всяческая необъяснимая хренотень. Весь сюжет моего тестирования игры продолжается только на английском языке. Здесь нам нужно пройти в Mansions CS 1.6, но перед этим при входе на территорию вас ждет весьма интересная записюлька от Джонатана, который оставил нам ключ по привычкам СССРовских времен под ковриком. Нужно не затупить и взять этот ключ. Затем смело открыть дверь, и на этом моя смелость остановилась, потому что пока вы еще с начала игры идете в сторону дома, уже происходит нечто необычное у игроков. Что-то вроде адаптации к игровому процессу, да и сам главный герой уже предвкушает что-нибудь необычно странное в этом доме. Продолжаем. Сразу возьмите батарейки к фонарю, но постарайтесь сильно его не эксплуатировать. Продолжая изучение дома, можно осмотреть трубку мира, деда владельца дома, собрать еще батареек и услышать первое «нет» от истинного обитателя, находящегося в этом здании. Вот вы, услышав такое, о чем вы подумали? Вряд ли это та девушка на картине просто переодевалась в другой комнате, и вы подошли в не самый удачный момент. Далее телепортом из дома Грэнни из микроволновки, забираем записку-подсказку о происходящем в доме, и нам нужно восстановить доступ к свету во всем доме, а то неприятно как-то выслушивать от местных демонов всякие неприличности в свой адрес. Чтобы до того дойти, берем в комнате с живым телевизором электрический предохранитель, можем еще собрать все, что нам нужно в этой комнате, а точнее еще немного информации по происходящему и батарейки. А вот на выходе нас уже встречает проказничество местного авторитета, который явно не рад нашему присутствию здесь. Он нам заявляет, что все не настоящее происходит у нас в голове, называет нас лжецом, а потом еще и противоречит сам себе, мол, о нет, это все происходит наяву, и вообще он больше не может этого выдержать. Просто загасите свечу, и все пройдет. Затем пройти нужно в ванную комнату и там же загасить свечу. Вообще вся игра построена на погашении свечей и прохождении сюжета. На кухне в шкафчике с доместосом и мистером Пропером возьмем второй недостающий предохранитель для света и выбираемся наружу. Продолжаем путь до склада и восстанавливаем свет во всем доме. Здесь ничего полезного, кроме батареек, нас не ждет, поэтому обходим каморку с инструментами и забираем первую доску и идем дальше. А дальше нам нужно обойти весь дом по периметру, в процессе услышать не от души сказанное «ты хочешь поиграть», затем взять еще одну доску возле качель, продолжить обход дома и забрать топор, который заметить практически невозможно. Благо разработчики нарисовали кружок, это очень помогло. Затем нужно пройти дальше, и возле лавки рядом с Рохли и поддоном будет лежать очередная запись о происходящем, после чего можно наложить кирпичей перед мраморной статуей всадника и вернуться в дом. В самом доме спокойно и безо всяких проблем включаем свет, и теперь мы можем смело двигаться на второй этаж. Спойлер, вас туда не пустят, пока вы не разберетесь с загадкой про свет. Но давайте для начала закроем все окна, потому как именно по заданию следует так сделать. Доступ понадобится в двух местах. У нас их не хватает, закроем пока одно окошко. Благо остальные закрываются спокойно. На кухне по скрипту откроются все дверки. Там нет ничего полезного, просто та дама до сих пор играет с нами. Продолжаем закрывать окна и поднимаемся на второй этаж, где в шкафчике забираем сумку и заходим в детскую. В столе мы найдем очередную запись о происходящем, а вот в шкафу уже необходимую доску.
Впрочем, это все, что нам нужно в комнате, и мы уходим четко по маршруту вправо и закрываем в конце окошко с первым скримером нашей дамы. Дальше, справа, откройте дверь и возьмите ключ от холла. И можете смело улетать из комнаты, там нас больше ничего не ждет. Также можно осмотреть очередную реликвию и, выйдя обратно, пройти в конец. И справа этим ключом открыть следующую дверь. Здесь в самом конце справа будет очередная комната, из которой нас не будет выпускать злой разработчик. Пока мы не найдем ручку для топора. А как возьмете, начнется очередная доза амнезии, и мы собираем топор в цельную конструкцию. Да, и в шкафу очередная запись о происходящем. Смело выходим и убиваем дости рядом с нами, взяв очередную себе в рюкзак. Затем нас ждет заблюренный скрим глаз, а мы же идем дальше и спускаемся вниз. Нам нужно добить дости к следующей двери и закрыть оставшиеся окна. За дверью будет ждать следующий скример и недостающий кусачек. Забираем в рюкзак и ловим скрим. На втором этаже с их помощью откроем следующую дверь. Здесь мы забираем только цифру на столике и интересную запись с каким-то то ли кодом, то ли временем, который нам будет необходим. Шар можно просто осмотреть, а больше нам ничего не нужно. Двигаемся дальше. На первом этаже я наконец-то нашел то недостающее окно и сцену из Интерстеллар, где каким-то образом вывалились книги из пола. Классная отсылка. После чего за живым телевизором откроем очередную дверь с помощью наших современных кусачек. Здесь мы возьмем ключи от какой-то деревянной коробки и странную кассету. На выходе нас ждет анимация с летающими предметами, а на втором этаже видите код 1956, и дверь магическим образом откроется вам. Возможно, это дата рождения жены. Здесь вас ждут очередная запись о происходящем и очередной ключ. Затем в кассетоприемник вставьте ту кассету с первого этажа и наслаждайтесь записью о происходящем в доме. Ключ мы взяли от данной двери на входе первого этажа. Спускаемся в подвал и убиваем еще две доски с дверью, где мы возьмем еще один ключ и откроем дверь с надписью «Не открывать дверь» с помощью кода 2330. Тот самый код, вернее время, что было написано на бумаге с аварии. Здесь из зеркала к вам полезет рука разработчика. Не стоит обмениваться рукопожатиями, потому что это знак к новым приключениям и к тому, что тут начинается нездоровая канитель. Выходим из этой комнаты прочь, и здесь нас уже ждет только тьма. What is this thing? I can't move. Мол, мы попали к ним в обитель смерти, и теперь нам нужно отсюда выбраться. Тут-то нам и нужен наш фонарь. Когда выйдем, наш голос будет за нами следить вплоть до самого конца игры, но сейчас не об этом. Нужно выбраться наружу и открыть дверь в задней части дома, за которой ждет длительная дорога, а по ее окончанию нужно снова убивать доски наверху часовен, где ждет очередная запись о происходящем. Затем спуститесь вниз, возьмите зажигалку и наслаждайтесь дамой из картины. Дальше нужно провести эдакий ритуал прошения своей дороги из дома мертвых, то есть поджигаем писсуар в часовенке и идем дальше налево, не спускаясь. Еще один писсуар, затем нужно пройти дальше и на кладбище поджечь еще один и взять запись о происходящем. Затем нужно открыть ржавый забор и поджечь еще один писсуар, а также использовать значок с неизвестной датой смерти ГГ, время которого еще не пришло, и забрать часы. Но нам уже должна прийти мысль о том, что наш главный герой не умер, а сейчас, возможно, с чем-то борется. Возвращаемся к часовенке, открываем ту дверь в комнату отдыха, забрав ручку разработчика, и нужно выдвигаться к тем статуям из сценки про встречу Гарри Поттера с Володей, отдав одной топор, а другой ручку. Они впустят вас в неизвестное. Мы должны туда спуститься, и если вы все сделали правильно, за вами закроют дверь. No turning back now, only forward. Здесь локация. Нужно все делать быстро, потому как вас уже ждут трое сбежавших из Silent Hill зверька. Вернее, нужно пробежать по маршруту к упавшему дереву, как бы являющимся зоной остановки этим ребят. Вот как они выглядят, кстати. Пройдя через доблестную охрану, остается совсем немного. Нам нужно обойти дом с лицевой стороны и посмотреть на человека, который поставил не на тот дом или просто не знает, как пользоваться дверьми.
Подойдя, мы увидим очередную анимацию и заберем у нее ключи от кухни. Мы попали в дом, и дальше дело за малым, но есть незадача, у нас отобрали все батарейки. My flashlight died and all my batteries are gone. Спасибо, хоть фонарь оставили. Наша следующая цель — разжечь несколько свечей в доме, а также поймать очередное скрим-сообщение. И в процессе нашего ГГ будет подглючивать словами жены из головы. Robert, my dear. Да, и еще я почему-то начал закрывать окна в доме, чтобы не думал дождь, осень все-таки. Первая свеча нас ждет в комнате с компом на первом этаже за живым телевизором. Вторая свеча ждала на втором этаже возле спуска по лестнице. Третья свеча будет ждать вас в подвале, также возле лестницы. Затем поднимемся на второй этаж и словим свежий скример, у которого все никак не наступит его последний момент. В кабинете с кассетоприемником возьмем крест, и рядом будет статуэтка, которой не хватает тех часов с кладбища. Ну логично ж. Разве нет? Ну вот и все, друзья. Добрый саундтрек, напоминающий пару сцен Assassin's Creed, нас уже ждет. И мы выбираемся из дома, поймав пару слов от нечисти, в добром здравии, живым и здоровым. А что самое главное, все это время наш герой был то ли в коме, то ли в больнице, его пытались поднять на ноги после событий с его аварией, и он просто выбирался из этой пучины с тьмой. Таким образом, я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр и пока. Finally, walking away from the memories that haunted me, breaking free from the grip of the house and the pain of loss. I can finally breathe again. It's time to embrace the present and move forward. Doctor, he is waking up.